Здравствуйте! Мы продолжаем серию наших цветочков с закрученными лепестками. И сегодня мы с вами свяжем красивый нежный цветочек. Начинаем работу с 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Замыкаем в кольцо соединительной петлей в нашу первую воздушную петлю. Замкнули, выполнили соединительную. Теперь выполняем одну воздушную петлю, петлю подъема, и в колечко будем провязывать 23 столбика без накида. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Мы с вами провязали 23 столбика без накида в наше колечко. И теперь завершим наш ряд, выполнив соединительную петлю в нашу первую воздушную петлю подъема. Выполняем. Ряд завершен. Приступаем к выполнению следующего ряда. Провязываем 4 петли подъема, 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И выполняем еще 9 воздушных петель. Это у нас с вами будет арочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь выполняем столбик с 2 накидами. Очень внимательно, пропустив 2 столбика без накида в предыдущем ряду. Пропускаем 2 столбика, 1, 2, и только в третий вводим крючок и провязываем столбик с 2 накидами. Опять выполняем арочку из 9 воздушных петель. Повторюсь, из 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И провязываем столбик с 2 накидами, пропустив 2 столбика. В третий провязываем столбик с 2 накидами. 1, 2. Провязали. Так мы с вами будем выполнять до конца ряда. У нас всего должно получиться 8 таких арочек, потому что цветочек у нас с вами будет на 8 лепесточков. Мы с вами выполнили арочку из 9 воздушных петель. И теперь выполняем столбик с 2 накидами для завершения нашего ряда. Пропускаем 2 столбика, выполняем столбик с 2 накидами в третий столбик без накида. И последнюю арочку выполняем из 9 воздушных петель и завершаем наш ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В четвертую воздушную петлю снизу 1, 2, 3, 4 мы вводим крючок и выполняем соединительную. Провязываем. У нас с вами получилась вот такая основа для лепесточков. Напоминаю, арок должно всего быть 8, потому что 8 лепесточков будет в цветке. И приступаем к выполнению следующего ряда. Мы с вами сейчас вывяжем лепесточек. Под арку из 9 воздушных петель провязываем 12 столбиков без накида. Провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и последний 12 столбик без накида под нашу арочку. Провязали 12 столбиков без накида под нашу арочку. И теперь под столбик с 2 накидами мы с вами провязываем 6 столбиков без накида. Поворачиваем работу, чтобы нам удобно было с вами держать. И провязываем под наш столбик 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. Теперь очень внимательно
провязанный столбик без накида. Мы видим, сюда провязывался столбик с 2 накидами. Мы вводим крючок и сюда провязываем столбик без накида. Еще один. Выполнили столбик без накида. И работу переворачиваем. Выполняем 1 воздушную петлю и выполняем столбик без накида в первый столбик предыдущего ряда. Провязали. Далее выполняем еще 2 столбика без накида. Всего у нас с вами должно получиться 3 столбика без накида. Обращаю ваше внимание, что мы здесь с вами захватываемся за обе полупетли нашего столбика. Далее мы с вами выполняем 1 полустолбик. Провязываем. И далее выполняем 2 столбика с одним основанием. 2 столбика с одним накидом. Провязываем 1 столбик с одним накидом. И в этот же столбик предыдущего ряда провязываем еще 1 столбик с одним накидом. Провязали. Далее мы с вами провязываем 2 разновысоких столбика с одним основанием. Как это выполняется? Сначала провязываем столбик с одним накидом. И в этот же столбик предыдущего ряда провязываем столбик с 2 накидами. Провязали. Далее провязываем столбик с 2 накидами, 1. Провязали столбик с 2 накидами. 1 столбик выполнили. Далее очень внимательно мы с вами будем захватываться за дальние или задние полупетли. Выполняем 2 столбика с одним накидом с общим основанием. То есть захватываем заднюю полупетлю и провязываем 1 столбик с 2 накидами. И сюда же провязываем 2 столбик с 2 накидами. Провязали. Выполняем 1 столбик с 2 накидами. Все провязываем за заднюю полупетлю. Видно хорошо. Именно здесь мы все провязываем с вами за заднюю полупетлю. Теперь выполняем 2 столбика с одним основанием с 2 накидами. 1 столбик с 2 накидами. И сюда же провязываем 2 столбик с 2 накидами. Далее выполняем 1 столбик с одним накидом. Далее выполняем еще один раз 2 столбика с 2 накидами с общим основанием. И еще раз выполняем столбик с 1 столбик с 2 накидами, 1. Хорошо видно, у нас с вами такое красивое пошло расширение нашего лепесточка. Мы с вами выполняем теперь еще 2 столбика с 2 накидами с общим основанием. 1 столбик с 2 накидами и 2 столбик с 2 накидами. И теперь выполняем 2 разновысоких столбика с общим основанием. Столбик с 2 накидами. И сюда же провязываем столбик с 1 накидом. Далее провязываем 2 столбика с 1 накидом. 1 столбик с 1 накидом. И сюда же провязываем столбик с 1 накидом. Далее провязываем 1 полустолбик. Все провязываем за задние полупетли. Очень хорошо видно. Далее провязываем 1 столбик без накида. И провязываем соединительную. Провязали. Напоминаю, все за задние полупетли. Хорошо видно. Первые петелечки ближайшие у нас свободны. Работу разворачиваем. И выполняем 1 воздушную петлю. И будем провязывать столбики без накида в каждый столбик предыдущего ряда. То есть обвязываем наш лепесточек столбиками без накида. Очень внимательно, не спеша. Каждый столбик мы с вами провязываем столбиками без накида. Аккуратненько
у нас с вами так хорошо по контуру будут получаться столбики без накида. Так мы с вами будем провязывать до конца нашего этого ряда. Каждый столбик, верхушечку каждого столбика провязываем столбик без накида. Внимательно, не спешите, чтобы не пропустить ничего. И все наши столбики были ровненькие и аккуратненькие. Довязали мы с вами до конца ряда. Еще один столбик остался. И теперь очень внимательно смотрите. У нас с вами получился вот такой красивый лепесточек. Мы с вами будем заворачивать его вправо. Вводим крючок. У нас с вами, помним, пропускали мы с вами 2 столбика без накида. Вводим крючок во второй столбик. То есть если мы с вами вот так развернем и будем провязывать первый и во второй столбик, то есть в дальний столбик мы провязываем столбик без накида. Давайте уберем ниточку, чтобы было хорошо видно. Мы с вами провязываем столбик без накида, то есть закрепляем наш с вами лепесток. Сейчас я вам покажу, что получилось. Мы с вами закрепили его. У нас с вами получился вот такой красивый нежный лепесточек. И теперь одним рядом мы проходим в обратную сторону, его обвязывая. Выполняем одну воздушную петлю. И очень внимательно смотрим, вводим крючок в столбик без накида предыдущего ряда, выполняем соединительную. Выполняем воздушную и соединительную, воздушную и соединительную, воздушную и соединительную, воздушную и соединительную. Вот у нас с вами будет получаться такая очень красивая обвязочка. Так мы с вами будем идти до конца ряда. Воздушная и соединительная, воздушная и соединительная, воздушная и соединительная. Обвяжем наш лепесточек до самого края. Очень красиво, аккуратненько, не спешите. У нас с вами красивая такая нежная обвязочка будет получаться. Воздушная и соединительная. Соединительную провязываем в каждый столбик, цепляясь за обе полупетельки. Воздушная и соединительная. Немножечко нам осталось. Сейчас мы выполним воздушная и соединительная, воздушная и соединительная. Мы с вами довязали до конца ряда. Теперь мы вводим крючок в нашу петлю, видим последнюю, которую мы с вами провязывали. Цепляемся, вытаскиваем рабочую нить, выполняем соединительную. И теперь разворачиваем работу и будем за свободные полупетли, не провязанные, соединительными проходить до начала арочки для провязывания следующего лепесточка. Не спеша, аккуратненько. Очень важно соединительные не затягивать. Они у вас должны быть не очень свободные, но и не затянутые. Они должны повторять вашу петельку предыдущего ряда. Мы с вами аккуратненько так проходим до того, как наши полупетли закончатся. Вот у нас закончились свободные полупетли. Это последняя была. Мы провязываем соединительную, и мы видим, остановились прямо напротив нашей арочки. Теперь для выполнения следующего листочка мы опять под арочку будем с вами провязывать 12 столбиков без накида и так далее. У нас с вами получился вот такой красивый, берем ниточку, чтобы нам не мешал, красивый нежный лепесток. Таких лепестков в нашем цветке должно получиться 8. Мы с вами выполнили 7
таких нежных, красивых лепесточков закрученных. Давайте выполним последний, 8-й лепесток и завершим наш цветочек. Под арочку провязываем 12 столбиков без накида. Провязываем. Немножко наши лепесточки будем отодвигать, чтобы они нам не мешали. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и последний 12 столбик без накида под нашу арочку. Далее провязываем 6 столбиков без накида под воздушные петли. В дальнейшем у нас это столбики с 2 накидами. Под воздушные петли, напоминаю, 6 столбиков без накида провязываем. 1, 2, 3, 4, 5 и последний 6-й столбик. Далее провязываем столбик без накида в основание, то есть в столбик, откуда у нас с вами вывязывались воздушные петли. Провязываем столбик без накида. Работу поворачиваем, выполняем одну воздушную петлю и в обратном порядке будем провязывать, не пропуская ни одного столбика. Сразу в первый столбик провязываем столбик без накида и еще 2 столбика без накида. Их должно быть всего 3. На что хочу обратить внимание, здесь мы с вами цепляемся за обе полупетли. То есть провязываем за обе полупетли. Далее выполняем 1 полустолбик. Выполняем 2 столбика с одним накидом с общим основанием. 1. И сюда же провязываем еще 1 столбик с одним накидом. Далее разновысокие столбики провязываем в следующий столбик. 1 столбик с одним накидом и 1 столбик с 2 накидом. Видим, провязали 1 столбик. И далее провязываем 1 столбик с 2 накидами. Провязали. Далее очень внимательно провязываем с вами за задние полупетли или дальние полупетли. Выполняем 2 столбика с 2 накидами с общим основанием. 1. И сюда же провязываем еще 1 столбик с 2 накидами. Напоминаю, видно хорошо, провязываем за дальнюю полупетлю. Далее провязываем 1 столбик с 2 накидами. Далее провязываем опять 2 столбика с 2 накидами. 1, 2. Далее провязываем опять 1 столбик с 2 накидами. Далее провязываем еще 2 столбика с 2 накидами. 1, 2. Далее провязываем 1 столбик с 2 накидами. Напоминаю, цепляемся все за задние дальние полупетли и провязываем еще 2 столбика с 2 накидами. 1. И сюда же провязываем 2 столбик. Далее провязываем разновысокие столбики. Провязываем 1 столбик с 2 накидами и 1 столбик с одним накидом сюда же. Далее провязываем 2 столбика с одним накидом. 1 и 2. 2 столбика с общим основанием. Далее провязываем полустолбик, столбик без накида в следующий столбик. И в самый последний наш с вами столбик мы провязываем соединительную. Провязали. Работу разворачиваем. Выполняем одну воздушную петлю и провязываем в обратном порядке ряд столбиков без накида. В каждую верхушку нашего столбика будем провязывать по одному столбику. Не спешите, аккуратненько, чтобы не пропустить никакой столбик, чтобы у вас все столбики были одинаковые, равномерные. Провязывайте наш лепесточек
столбиками без накида. Провязываем каждый столбик, не спеша. Хорошо видно верхушечки наших столбиков, поэтому нам обязательно надо каждый столбик провязать. Так мы будем с вами выполнять до конца нашего лепесточка. Мы почти довязали с вами столбики без накида. Осталось раз и два выполнить. Провязали. Теперь нам остается с вами закрепить наш лепесток. Мы помним, что закрепляем мы его немножко так. Берем центральную часть и в обратном порядке его закрепляем. Видно хорошо в дальний столбик. Есть первый и второй столбик, мы закрепляем во второй. Но нам для удобства надо будет с вами развернуть работу. То есть вот в дальний столбик во второй. Хорошо видно, один пропустили мы столбик, и следующий с вами ввели крючок и провязали столбик без накида. Наш с вами лепесточек закреплен. Давайте проверим, посмотрим. Хорошо видно, наш с вами лепесток закреплен. Теперь нам остается его только обвязать. Выполняем воздушную петлю и выполняем соединительную верхушку столбиков, воздушная, соединительная, воздушная, соединительная, воздушная, соединительная, воздушная. Такая нежная, красивая обвязочка наших лепесточков. Так мы продолжаем вязать до конца нашего лепесточка. Воздушная, соединительная, воздушная, соединительная, воздушная, соединительная. Красиво, аккуратненько, не спеша, опять же. У нас с вами будет получаться такая красивая нежная обвязочка. Воздушная, соединительная. Мы с вами такую обвязку выполняем до конца нашего лепесточка. Чуть-чуть осталось. Красиво очень смотрится секционная пряжа, очень нежненько так ложится. За счет этого наши лепесточки получаются очень красивые и очень нежные. Мы довязали с вами ряд наш. Теперь, напоминаю, вводим крючок в заднюю полупетлю или дальнюю, куда мы с вами провязывали соединительную. Она хорошо у нас оттягивается, и видно. Провязываем сюда еще одну соединительную, работу разворачиваем. И провязываем теперь свободные наши петли, в них провязываем соединительную. Свободные полупетли, не провязанные, в них мы с вами будем провязывать соединительные. Аккуратно. До того момента, пока наши свободные полупетли не закончатся. Так провязываем. Напоминаю, соединительные ни в коем случае не должны быть затянутыми. Аккуратненько, не спеша. Вот мы с вами дошли. У нас с вами последняя последняя, прошу прощения, осталась последняя полупетля. Мы выполнили соединительную. И теперь завершаем работу соединительной петлей. Первый наш столбик, вот он, первый наш столбик мы выполнили, подтянулись, выполнили соединительную. Наш с вами цветок готов. Остается расправить наши лепесточки. Наш с вами цветочек готов. Мы распрямили наши лепесточки, выровняли, красивые у нас с вами получились, очень нежные. Давайте посмотрим, как наш цветочек смотрится с изнаночной стороны. Мы видим, что навязка осуществляется только по лицевой стороне. И можем в центр цветочка нашего украсить красивой бусинкой. Если вы немножко придавите к центру ваши лепесточки, ваш цветочек получится более плоский и будет выглядеть вот так. Творческих вам успехов!